Я вас приветствую, и вот вам 3 случайных факта обо мне. Я живу в Челябинске, недавно я полностью посмотрел фильм «Юбилей прокурора» 13 сантиметров, поэтому... Посланники. Это мистический фильм ужасов про дом с паранормальщиной, главные роли в котором исполнили Дилан Макдермот, Пенелопа Энн Миллер и Кристен Стюарт. От гонконгских режиссеров братьев Пэнк, которые, по всей видимости, в свое время хайпанули с трилогией «Глаз», после чего погнали покорять Голливуд. Сняли там «Посланников» и ремейк своего фильма с Николасом Кейджем, после чего вернулись туда, откуда приехали, и больше не возвращались. Такая вот история успеха. Хотя по факту «Посланники» были успешны, и при бюджете в $16 миллионов собрали $55 миллионов, но все равно, как будто бы... Что-то с ним не так. А еще там продюсер Сэм Рэйми и сценарист-дальнобойщик из моего «Кровавого Валентина». В общем, давайте начинать. Давай! Итак, фильм стартует с титров на фоне жуткого старого дома, в котором тем временем разворачиваются тревожные события. Какая-то женщина собирает ребенка в детдом. Ты должен вести себя как взрослый мальчик, договорились? Но некая загадочная сила отправляет ее в полет до ближайшей стены. Мальчуган, которого здесь почему-то играет Джадель Ферланд, поверь, это место меняет всех. Пытается убежать, но натыкается на сестру, которая тоже становится жертвой буйной невидимки и уволакивается в подвал. Здесь, сюда. Царапина на стене. И здесь тоже. Вот они. Пацан же решает спрятаться на кухне, в пустом ящике. Ну знаете эти пустые ящики на кухне, на которые не хватило кастрюли и прочей кухонной утвари. Такой ящик, я уверен, есть даже на кухне у Зулина, где он в случае чего тоже сможет спрятаться. Впрочем, пацана это не спасает. Вступительные титры продолжаются, еще сильнее погружая нас в атмосферу жуткого дома и радуя умением диктора ставить ударение в именах. В ролях Кристен Стюарт, Пенелоп Энн Миллер, Дилан Макдермот. После же титров мы видим, как герой Дилана Макдермота везет свою семью на новое место жительства, в тот самый старый жуткий дом. Хобби у него такое, что тут поделаешь. Смешно. Все лучше, чем если бы он тащил в дом хлам всякий, по виду напоминающий запчасти от беспощадного робота-убийцы. Семья же его состоит из жены, дочки и сына. Замени сына на собаку, и ситуевина будет один в один. Разве что в отличие от американской истории ужасов, где герой Дилана был успешным психиатром, здесь его герой фермер-неудачник, поэтому и дом соответствующий. И, к сожалению, здесь не будет этой секси-гувернантки, ну и, к счастью, не будет этой уродины. Приехали. Ну, как вам? Отличное место, которое проедешь и не пожалеешь. Но нашим счастливчикам сюда, потому что... И он уверен, что здесь у него дела попрут. Ты думаешь, что у нас получится? Климат подходящий, почва превосходная. В городе я ничего не добился, но здесь другое дело, я знаю. Ага, вон какой перспектив простор. Сей амбиции и пожинай успех. И да, кстати, фур, гоняющих на запредельных скоростях, я тут не видел. Поэтому ребеночка можно отпускать гулять одного, хоть до тех холмов. Джесс тем временем осматривает дом. И ее почему-то сразу тянет в подвал, который закрыт. Следов же от ногтей на полу она не замечает. Впрочем, они пробудут там весь фильм, и вообще никто не обратит на них внимания. Зато за эту коротенькую экскурсию Джесс найдет сразу целых 2... скримера. Да, такой вот дом со скримерами. Батя же все нарадоваться не может переезду. Мне здесь нравится. Ну или он эксперт по самовнушению. А вот дочка грустит, потому что на старом месте жительства остались все ее друзья. Это, конечно, неизбежно, но в таких ситуациях лучше не сидеть на месте, а пытаться все же заводить новые знакомства. А в приложении знакомств Ковер познакомиться с клевыми людьми не составит труда. Досмотрите до конца, чтобы узнать все фишки. Во-первых, в приложении нет свайпов. Алгоритмы за вас ничего не решают. Вы можете напрямую написать любому, кто вам понравился. Зато есть удобные фильтры по
нужным для вас критериям. С ними, мне кажется, легче найти соулмейта. Еще особенно удобно, что в ковре можно выбрать место, которое идеально подойдет для первого свидания, так как здесь доступна подборка небанальных мест и событий многих крупных городов России. Вот, например, можно выбрать не просто кафе для встречи, а какой-нибудь концерт или необычную выставку. А если вы ищете что-то более активное, возможно, приключенческий квест. Кстати, под каждым мероприятием видно тех, кто на него идет. Поэтому, если вы не ищете романтические знакомства, а просто компанию, чтобы классно поболтать или пообщаться, то это супер удобная функция. В ковре это четко продумано. А для любителей огонька есть события 18+. И, кстати, полезная инфа для мужской аудитории. В приложении женских анкет больше, чем мужских, поэтому не боимся конкуренции. Короче говоря, если вы хотите весну провести в хорошей компании, а не в одиночестве, то скачивайте ковер по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Один клик, и вы уже в деле. И не забудьте выключить VPN, чтобы все заработало. Тут очень тихо. Да, никаких тебе шумных соседей, хотя несмотря на то, что это архетипичный Единственный дом на улице, ёб твою мать. соседей у них все же навалом, в виде вот этих вот наглых ворон, у которых своя особая роль в этом фильме и не одна. Ну а Рой, хоть и неудачник, но заботливый, нежный и чуткий отец. Мы не в наказание тебя сюда привезли. Так лучше для всех, Джессика. Чтоб чего-то добиться, нужно попробовать. Будем считать, что это одобрение. Ты прав. Ты всегда прав. Спокойной ночи. Первая ночь проходит без сюрпризов, а может сразу и 5 ночей, потому что батя уже починил трактор. Я понимаю, ты волнуешься, но через пару-тройку дней тут все будет работать. И вот это? Ну, может, 5. И за неимением других развлечений Число 23 везде. все увлеченно наблюдают, как он на нем хасанит. Да, как же я им сочувствую. Это же один в один дом из фильма «Оно». С него бы даже привидения съехали, если бы могли. А этот радуется, как будто осуществил американскую мечту, и даже отвергает выгодное предложение от невесть откуда взявшегося курильщика. Эта ферма столько лет зарастала грязью, пока вы не выкупили ее. И вот теперь к ней вдруг проявили интересы другие покупатели. Они готовы заплатить ту же сумму, плюс 15% сверху. Моей семье сейчас нужно хоть немного стабильности. А стабильность — это когда стабильно хуёво. Хотя если бы он увидел это, Нет, ты глянь, какие лодыжки. то, может быть, ответил бы иначе, но, к сожалению, это видит только малой. Это даже объяснили в слогане. Видимо, человек, которому поручили написать слоган, не совсем понимал, что такое слоган. У матери же появляется занятие на каждый день. Потому что как бы она ни отмывала это кентервильское пятно, оно будет появляться снова и становиться больше с каждым разом. Ведь некому эту стену выломать и заколотить дыру доской. Сама виновата, что вышла замуж за фермера-мечтателя. Малому, кстати, как будто бы тоже все по кайфу. Вон он бегает, что-то резвится, с привидениями в догонялки играет, ну или ему комары спать мешают. Впрочем, события фильма развернутся не только в этом доме и его окрестностях, но и чуть-чуть в городке неподалеку, куда решает смотаться Батек с дочкой. Батек чисто по делам хозяйским, а дочка, чтобы не помереть от тоски на их офигенной ферме. Правда, ознакомление с доской объявлений убивает последние надежды на увлекательный досуг, но запах тугих, накачанных баскетбольных мячей приводит ее на баскетбольную площадку. Там она попускает местного баскетболиста, который как будто бы не понимает принципа игры в баскетбол. Очень сильные руки. И становится жаром его чресел и предметом анонистических фантазий. Местные же девчонки это обстоятельство игнорят, хотя за такой мув они не должны были дать ей дожить до встречи с призраками. Но фильм не об этом, поэтому они договариваются, что он за ней как-нибудь заедет. А сейчас за ней заезжает батя, и они едут обратно в свое уютное семейное гнездышко, где тем временем мелкий пытается погнуть ложку силой мысли. Первый раз. Но ему не дает сосредоточиться какая-то сволочь, ползающая по стенам и потолку. У меня неплохо получается, правда? Дерьмо на потолке. Как она туда попала? И которая как будто бы пытается заманить его в подвал. Ты чё, ебанутый? Что ты там делаешь? Но маман блюдет, поэтому что мы говорим подвалу? Не сегодня. Хрен там, очень даже сегодня, ведь Джесс приходится оттащить туда какие-то коробки. И дом, хоть и старый, но умный. Может, сквозняк распахнул?
Она сплошная. Ее распахнет только сквозняк торнадо. Знаешь, сколько в ней веса? А подвал, несмотря на нагоняемую на него жуть, такой же светлый, просторный и уютный, как и сам дом. Там Джесс находит какие-то карманные часы и прогоняет ворону. Батя, кстати, тоже знакомится с соседями. Сначала он угощает их камнями, а потом они угощают его петлями. Блин, походу первый выстрел пришелся по оператору. А, нет, жив малютка. Нет, Гил, проваливай. Сегодня без костра. Только это и может их отпугнуть. А я догадывался, что пугало — это какая-то хуйня бесполезная. Они всегда такие агрессивные. Нет. Им просто не нравится, когда в них камнями кидаются. Рой Соломон, Джон Бурвелл. хорошо, что вы тут оказались. Вы здесь живете? Нет. Здесь ты живешь. В общем, Джон Бурвелл шел в город искать работу с ружьем. И Рой, пользуясь случаем, решает предложить ему ее. Правда, платить ему нечем. Пока предлагаю только стол и ночлег в домике по соседству. Подсолнухи. Тоже еда. Я их люблю. То есть он буквально селит у себя дома, где он живет с 2 женщинами и ребенком, первого попавшегося бродягу с ружьем. Как будто он не знает, что брать на работу бродягу с большой дороги чревато последствиями. Осталось только душу сатане продать из жалости. Впрочем, Джон оказывается душевным мужиком, женщинам лишнего внимания не оказывает и с мелким ведет себя адекватно. И благодаря его помощи за пару монтажных склеек у Роя вырастает поле CGI-ных подсолнухов и рождается еще один сын. Шучу, только поле подсолнухов. За какое время это происходит, непонятно, потому что природа вокруг ничуть не изменилась. Хотя даже скороспелый сорт подсолнечника вызревает за 70 дней. Видимо, где-то рядом упал метеорит. И призраки в доме 2 с лишним месяца себя никак не проявляли. Типа они за первые 10 минут фильма выполнили 2-месячную норму полтергейщины и заслуженно отдыхали. Вы, ребята, меня сегодня подставили. Приезжаю я в дом, и ничего не происходит. Я не мог в это поверить. Но вот батек ранит руку, и родители уезжают в город до больнички, оставляя детей с Джоном. И воспринимается это так, как будто вот он появился у них на пороге, а спустя 2 минуты хронометража ему уже доверяют детей. Хотя на самом деле он с ними минимум 2 месяца живет, и как будто бы даже стал частью семьи. И при желании ему можно даже душу излить, и женой поделиться, если она будет не против. Давай. Нет, это чисто гипотетически. И вот эта реплика... Пусть Бен и Джесс дома останутся. Рой, это не лучшая идея. Касалась не его, а Джесс, которая в прошлом как-то накосячила, что теперь мать не доверяет ей ни сына, ни машину. Максимум коробки в подвал стаскать и бутеры на стол поставить. Нам еще расскажут, что она натворила, а пока мы вынуждены наблюдать за их натянутыми отношениями по загадочной причине. Как будто нам недостаточно загадочности этого дома, в котором тем временем начинает твориться что-то странное. Как будто невидимый Фрэнк Дрейбен пытается не выдать своего присутствия. Видимо, призраки 2 месяца ульту копили. Пока Джесс вызывает копов, малой решает догнать трактор, который приводит его в какой-то коридор, заканчивающийся дверью в подвал. Раньше нам этот коридор не показывали, да и дверь в подвал в другом месте была. Такая вот внезапная перепланировка на нужды сюжета. Мелкий в сговоре с призраками пранкует Джесс, и та исчезает во тьме дверного проема, чтобы тут же появиться из тьмы дверного проема. Видимо, дала призраку по яйцам и сбежала. Спасибо, фильм, за этот прекрасный спецэффект, но всегда можно сделать лучше. В общем, Джесс с братом выбираются, не без помощи Джона, и выясняется, что это был глюк, ну или кто-то очень быстро прибрался. Приезжает полиция и такая: Сейчас мы классифицируем звонок как ложный вызов, а не умышленный обман. У Джона, как у единственного свидетеля, они показания, видимо, не берут, зато он успевает дать их родителям. Что Джон сказал? Это все объяснимо. Они испугались. Новое место, ночь, дети одни. Но он не видел ничего необычного. В итоге все выглядит так, как будто Джесс либо большая фантазерка, либо маленькая пиздолка. Впрочем, одно другому не мешает. И теперь даже батя, бывший к ней добр и лоялен, начал сомневаться. Зря мы, наверное, оставили с ней Бена. Когда уехали или сейчас, когда пошли спать, а то он опять ходит, глюки ловит. Тем не менее, менять он ничего не намерен. Она просто еще не привыкла, вот и все. Но здесь ей будет лучше. Подсолнухи важнее. Ночью Джесс просыпается от каких-то звуков, и как в том анекдоте про крокодила Гену и Чебурашку, берет с собой Бена походить по жуткому ночному дому. Покажи, Бен. Кто еще не поставил лайк? Исправляйся.
И сцена эта, по всей видимости, должна быть страшной. «Синистер» же считается самым страшным фильмом. Но по факту она пугает количеством склеек. Лицо Джесс, лицо Бена, лицо Джесс, палец Бена, половина лица Джесс, затылок Бена, мутная фигура сзади, спина Джесс, затылок Бена, как будто эту сцену монтировал тот же человек, который подарил миру сцену перелезающего через забор Лайма Нисона. И все это для того, чтобы ничего. Хотя благодаря этим обстоятельствам она решает навести справки о их доме у того баскетболиста, который, видимо, за 2 месяца так за ней и не заехал. Ты знал семью, что жила в нашем доме? Не особенно знал, что Роллинза и все. И где они теперь? Уехали, я не помню, может 5-6 лет назад. Тогда были не урожаи. А перед уездом все разгромили, и вот эти следы от ногтей никого не смутили, ни тогда, ни сейчас, никогда, хотя кто-то успел сделать ремонт. На вопрос же про духов в ее доме он начинает что-то мямлить. Это только глупые истории. Дом так долго пустовал, что... Что за история? Ну, ерунда всякая. Мы в детстве друг друга часто подбивали слазить в подвал. И Джесс такая: «Подвал?» А в следующей сцене она уже в него лезет. Хотя после того случая любой другой человек не подходил бы к подвалам ближе, чем на 500 метров. Кстати, дверь вернули на ее исходное место. И не знаю, что она рассчитывала найти в подвале, но там она узнает, что батя давно не вызывал ассенизатора. И не успевает Джесс подумать: «Мы в дерьме!» как на нее нападают призраки, дерьмодемон, Генриетта, Большой Паук и какая-то сволочь, как будто бы сбежавшая из долины заклинателей змей. В итоге Джесс падает прямо на пол. То есть, да, опять страдают только нервные клетки Джесс. Ну и, может быть, копчик в некоторой мере. Она пытается найти утешение в разговоре с Джоном, потому что на понимание со стороны родителей уже не рассчитывает. И тот ее внимательно выслушивает. Мировой чувак, в общем. И батя от него в восторге. Если будет урожай, то я смогу тебе заплатить. Обо мне не волнуйся. Главное, твоя семья. И Доминик Торетто одобряет. Джесс тем временем уже отошла и снова готова гоняться за призраками. Один такой как раз вышел в поле семечки полузгать. А когда Джесс его спалила, технично улизнул в амбар. Амбар не подвал, думает Джесс, там говна быть не должно. И следует за призраком. И находит его там. И нет, она с ним не дружится, как с каким-нибудь Каспером. Во-первых, потому что он страшный, как труп просроченный. А во-вторых, потому что он делает ей проход в ноги, после которого уже в следующей сцене она в больнице, где врачиха начинает разгонять про то, что, дескать, а не могла Джесс сама нанести себе эти увечья по причине проблем в семье. На что родители начинают выдавливать какую-то хуйню без конкретики. Мы только что переехали сюда из Чикаго, а там Джесс попала в беду. Да что это, мать ее, за беда такая, о которой весь фильм и нельзя говорить? Впрочем, скоро узнаем. По дороге же домой семья в пух и прах срется, потому что Джесс хочет уехать из дома, а у бати... И его можно понять. Тебе ведь известно, как нам жилось последние пару лет. Я был без работы. Бена лечить пришлось. Мы потратили все, что нам с мамой удалось накопить за 20 лет. Теперь все зависит от этого урожая, Джесс, абсолютно все. В то же время это выглядит как аллюзия на отношения родителей и детей, когда проблемы детей взрослыми воспринимаются как некие выдуманные привидения, а детям не дано понять, с чем приходится сталкиваться их родителям. Короче, палка о двух концах. И справедливости ради, из 3 инцидентов с призраками, в 2 из них Джесс первая лезла на рожон. Интересно, это можно счесть за виктим-шейминг? В общем, Джесс сбегает из дома на велосипеде, потому что часы, найденные в подвале, которые она никак не могла открыть, вдруг сами открылись, а там фото. Отец едет за ней на машине. Догнать ее ему не удается. Будем считать из-за того, что она встречает баскетболиста, которому по дороге наконец-то рассказывает, что за беда с ней приключилась. Мама попросила меня забрать брата от няни. Мне надо было сказать ей, что я выпивала с друзьями. Мне показалось, что я не такая уж и могу вести машину. Была авария. Бена увезли в больницу. А тебя вытрезвитель. Теперь он не говорит. Блин, пьяный 16-летний подросток попал в аварию со своим 2-летним братом, из-за чего семья спустила все свои сбережения и вынуждена жить в этом доме. Да я бы тебя за такое в детдом отдал, пока не поздно, а ты еще выделываешься и с призраками дружить не хочешь. Или хочешь, но не можешь. В любом случае, только у тебя с ними проблемы. Тем временем мать лично знакомится с призраком и сразу начинает чемоданчики собирать. А на Джона нападают вороны и дают ему хорошенько просраться за то, что он их шугал. Я уж сначала подумал, что нормальный мужик стал жертвой этого дома, но Джесс такая: хоба! Это она.
О боже, быстрее домой. И как по совпадению, Джон приходит в себя и как давай флешбеки выхватывать, как он потерял урожай, как к нему приходил курильщик с какой-то бумажкой, как его решила бросить жена и как это все удачно накладывается на нынешние события. Джон решает заняться абьюзивной реконструкцией. Куда ты уходишь? Куда ты уходишь, Мэри? Ты что, меня бросаешь? А у меня возникает вопрос, почему вороны именно сейчас решили Джону мозги вправить? Или им просто по кайфу, сидя на крыше, поглазеть на шоу? Ладно, мать с сыном запираются в подвале. Приезжает Джесс с другом. На них сразу нападает полтергейст с вилами. Ну или это Логан за стенкой буянит. Хотя, казалось бы, какого хрена, там уже вполне конкретный маньяк раздуплился. Просто они таким образом дают им понять, что они идут не туда. Каждый из ребят по-своему понимает, куда идти нужно. Мой брат! Его нет, идем! Но... У пацана в этом фильме тупо роль водилы, и его сильные руки, в отличие от Вилл во вступительных титрах, так и не выстрелили. Джесс тоже прячется в подвале. Хотя постойте-ка, он же был закрыт. Или Джон двери открывать не умеет. Джесс в подвале задраивает все люки и устраивает темную. Джон, разобравшись с дверью, решает, напротив, провести свет в подвал. Так удачно приезжает батя, и Джон его сразу закалывает. Но вот, наконец-то, в дело включаются призраки и утаскивают Джона в свою трясину-говнину. Он, в свою очередь, пытается забрать с собой Джесс. Но батя, живой и полный сил, не дает этого сделать. Напоследок нам показывают, что это Джон бесчинствовал в начале фильма. Это, видимо, для самых тугодумов, кто до сих пор не понял. И все, негодяй повержен. Духи успокоились, вороны улетели на юг, батя припахал парнишку для работы в поле, а Бен заговорил. Да, если что, в фильме немота Бена преподносилась как препятствие на пути к пониманию в семье. Ты тоже все видел, Бен. Ну когда же ты наконец заговоришь, Бен? Ведь если бы он мог рассказать, что он видит, то все бы его как поняли, да как поверили ему, да как бросил бы батя свой урожай. Ага, охотно верю в коммуникативные навыки Бена. Надеюсь, вы тоже. И да, кстати, то, как они объяснили копам, что у них тут произошло и кто батю насадил на вилы, а пацана огрел по голове, осталось за кадром, как и заведено в подобного рода фильмах. Ну а фильм заканчивается и не оставляет после себя ничего, ни в голове, ни в жопе. Он как использованная бахила, которую закрутил порыв ветра и прогнал мимо тебя по пустой улице. И как только она пропала из твоего поля зрения, ты про нее забыл. Разве что на использованную бахилу не сделаешь обзор. Но как и у бахилы, у этого фильма есть пара, а точнее вторая часть. А если еще точнее, приквел про Джона Бурвелла с Норманом Ридусом в главной роли. Я мог бы выставить условие, при выполнении которого я бы сделал обзор второй части, но пусть все решит воля случая. Ну и да, чуть не забыл. Кристен Стюарт нормально отыграла свою роль и была куда эмоциональнее, чем потом будет в «Сумерках». У меня же на этом и все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. И да, если вы вдруг не знаете анекдот про крокодила Гену и Чебурашку, то я сам его плохо помню, поэтому расскажу своими словами. Короче, крокодил Гена и Чебурашка, я не помню при каких условиях, легли спать. Ну, Чебурашка уснул сразу, лежит там, посапывает, похрапывает тихонечко. А крокодил Гена, блядь, 10 минут ворочается, не может уснуть. Полчаса ворочается, уснуть не может. Час не может уснуть. 2, блядь, уже ночь. Он все никак не может уснуть. А Чебурашка спит, ему вообще все по боку. Ген решает встать, походить, ходит туда-сюда, туда-сюда. Сон не идет у него ни в одном глазу. Тогда он подходит к Чебурашке. Как пнет его. Чебурашка такой: «О, в чем дело, Гена? Что случилось? Что происходит?» А Гена такой: «Че, тоже уснуть не можешь? Давай вместе походим».